Всем привет! В этом видеоуроке вы научитесь вязать круглую корзинку. Я покажу, как связать бесшовное дно, бесшовные стенки узором галочки. И как бонус мы научимся вязать ушки. У меня есть вот такой вот набор трикотажной пряжи Бейка Стиль. В нем 6 моточков, очень удобно. Моточки подобраны по цветовой гамме. Я выбрала вот такую вот голубую гамму. Моточки по 50 метров, то есть это половина стандартного мотка. Итак, нам понадобится трикотажная пряжа стандартной толщины, крючок номер 8, крючок потоньше для того, чтобы прятать кончики, либо можно использовать для этого трикотажную иглу, что намного удобнее. Но если трикотажной иглы нет, я покажу, как спрятать кончики с помощью крючка. И, конечно, ножницы. Давайте начнем. Сначала мы будем вязать дно. Для этого делаем кольцо амигуруми. Кладем нитку вот таким образом на руку, оборачиваем ее, перекрещиваем. Заводим крючок в кольцо, захватываем нитку и провязываем петлю. Дальше начинаем провязывать в кольцо столбики без накида. Заводим крючок в кольцо, захватываем нитку, вытягиваем, захватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петельки на крючке. Это мы провязали первый столбик. И таких нам еще нужно провязать 5 штук. Четыре, 5 и 6. То есть всего у нас получается 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо. Тянем сильно, но аккуратно, потому что нитка может порваться. И сейчас будем кольцо соединять. Вытягиваем нитку, заводим крючок под первую петлю, под первый столбик с изнанки, вот таким образом. Захватываем петлю и вытягиваем ее на изнанку. Дальше петлю накидываем на круг вот таким образом. То есть круг пропускаем в петлю. Вот так. Пропустили. У нас образовалась вот такая петля. Дальше важный момент. Сначала тянем нитку, которая идет от мотка. Затягиваем ее. И вот эта петелька, которая у нас затягивается, должна остаться вот здесь. То есть, если вы сильно потянете, она убежит вот сюда, эта петелька. Она должна остаться здесь, вот с этой стороны. И теперь снова тянем нитку, которая идет от мотка, и затягиваем петельку. И вот мы соединили наш круг. У вас должно быть в первом ряду 6 столбиков без накида. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Во втором ряду каждый столбик предыдущего ряда мы должны удвоить. То есть в каждый столбик мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Заводим крючок в первый столбик. Так как мы будем вязать корзинку узором галочки, мы должны вводить крючок не под вот эти вот 2 верхние петли у столбика, как обычно мы это делаем при вязании столбиков без накида,
а в галочку. Вот здесь такие вот галочки у нас получаются. И вот сюда мы должны вводить крючок. А с обратной стороны крючок должен выйти также между двух петелек, вот здесь вот, под перемычкой. Сейчас я наглядно это покажу. Находим первый столбик. Вот видите, крючок я вставляю здесь между двумя ниточками, и он выходит у меня также между двумя ниточками под перемычкой. Захватываю нитку, вытягиваю и делаю первую петлю. Мы перешли на второй ряд. Здесь мы будем каждую петлю удваивать, как я уже сказала. Но первую петельку мы оставляем одиночную. Потом мы, когда довяжем до конца, мы ее также удвоим. Итак, идем в следующую петельку и провязываем 2 столбика без накида. То есть делаем прибавку. 1, 2. Дальше снова в галочку вставляем крючок. Здесь крючок выходит у нас между двумя ниточками и под перемычкой. Также провязываем 2 столбика без накида. Еще 2 столбика. То есть уже во втором ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Я привыкла вязать туго, поэтому у меня так туго получается. Но вообще дно нужно вязать потуже, конечно. Итак, удваиваем последний столбик. И здесь у нас был 1 столбик, мы провязывали. Мы его сейчас провяжем еще раз. Для того, чтобы он у нас тоже удвоился. Все, второй ряд мы провязали. И сейчас будем снова делать соединение. Вытягиваем петлю. Заводим крючок с обратной стороны. Накидываем петлю на крючок. Протягиваем наизнанку. Оборачиваем петлю через круг. Затягиваем сначала нитку, которая у нас идет от мотка, и потом снова тянем ее в обратную сторону. Вот мы соединили второй ряд. Вот так. Во втором ряду у нас получилось 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем удваивать петли через одну, чередуя прибавку с одиночной петлей. Итак, провязываем первый столбик и таким образом переходим на третий ряд. Дальше провязываем прибавку. Одиночную петлю. Снова прибавку. Одиночную петлю. Прибавку. Одиночную петельку. Еще одну прибавку. Одиночную.
Дальше у нас идет прибавка. Одиночная петелька. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Третий ряд довязали и снова соединяем. Закончили третий ряд. Дальше переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду мы будем чередовать прибавку с двумя одиночными петлями. Делаем первую петлю. Дальше провязываем прибавку. Два одиночных столбика без накида. То есть в этом в четвертом ряду мы чередуем прибавку с двумя одиночными столбиками без накида. Дальше снова прибавка. Два одиночных столбика. Опять прибавка. Два одиночных столбика. Снова прибавка. Два одиночных. Довязываем этот ряд до конца. В конце у нас прибавка, и заканчивается этот ряд одной одиночной петлей, потому что в начале мы тоже одна одиночная петля у нас уже была. И снова ряд соединяем. Затянули и затягиваем в другую сторону. Провязали 4 ряда. Давайте провяжем еще один ряд и уже перейдем к вязанию стенок. Снова делаем первую петлю для перехода на следующий ряд. В пятом ряду мы будем чередовать прибавку с тремя одиночными столбиками без накида. Сначала провязываем прибавку. Дальше 3 одиночных столбика. Снова прибавка. Три одиночных.
опять прибавка и так далее. Довязываем этот ряд до конца. Довязали 5-й ряд, и сейчас будем переходить к вязанию стенок. Если вы вяжете большую корзинку, я советую дно сначала отпарить. Как это сделать, у меня есть отдельное видео, вы можете его посмотреть. Еще один совет. Если у вас получается не круг, а шестиугольник с углами, старайтесь прибавки делать в шахматном порядке, то есть не делать их друг над другом. Тогда у вас получится ровный круг. Итак, сейчас мы будем переходить к вязанию стенок. И этот ряд, последний, мы соединим уже другим способом. Немножко вытянем петлю, заводим крючок снова с изнанки по 2 петли, набрасываем петельку на крючок, ниточку вытягиваем. Дальше захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Теперь нам нужно вот под эту перемычку провязать еще одну петлю. То есть вот отсюда мы ныряем в петлю и выходим под перемычкой. Вытаскиваем петельку. Вот у нас получилось 2 петли. Заводим крючок в обе петли и заднюю протягиваем через переднюю. И вот так у нас получается вот такой переход. Когда дно связано, нужно обязательно спрятать вот эту нитку, которая у нас осталась. Легче всего это делать с помощью трикотажной иглы, но также можно это сделать и тоненьким крючком. Просто прячем нитку в разных направлениях, чтобы было крепко. И потом отрезаем. Если у вас нет иглы, советую ее приобрести, потому что это очень экономит время. Я уже крючком практически для таких целей не пользуюсь. Также они бывают пластиковые, эти иглы, но они не очень прочные. Все, теперь переходим к вязанию стенок. Первый ряд стенок, для того, чтобы у нас между дном и стенками не было просветов, то есть было все вот так вот аккуратно, мы должны вязать за верхнюю полупетлю и перемычку за ней. То есть заводим крючок под петлю и перемычку и провязываем столбик без накида. Дальше снова стенки мы вяжем уже без прибавок, и за счет этого они у нас начнут подниматься. Первый ряд вязать достаточно сложно, поэтому вы можете взять крючок потоньше. Довязываем этот ряд до конца и будем соединять. Итак, первый ряд стенок закончен. И по такому же принципу, как мы делали соединение на дне, мы будем делать соединение на стенках. Вытягиваем петлю, заводим крючок под первый столбик, под вершинку первого столбика, набрасываем нитку, вытягиваем ее наизнанку.
Дальше оборачиваем петлю и затягиваем. Сначала нитку, которая идет от мотка. Вот у меня узелок перебежал, перетянула я. Так, и теперь эту же нитку вытягиваем обратно. Вот у нас получилось соединение. Дальше начинаем вязать второй ряд стенок. Аналогичным образом вставляем крючок вот в этот вот столбик, где у нас соединение было. Захватываем нитку, вытаскиваем ее и провязываем первую петлю второго ряда. И дальше таким же узором галочки мы вяжем корзинку на ту высоту, которая нам нужна. Каждый раз соединяя ряды так, как я это показала. Давайте провяжем на нужную высоту и перейдем к обвязке корзинки и вязанию ушек. Я провязала 5 рядов и заканчиваю этот 5-й ряд. Для того, чтобы ваши стеночки были ровные, перпендикулярные дну, старайтесь при вязании следить за одинаковым натяжением нити. И когда вытягиваете нить, вытягивайте ее всегда на одну и ту же высоту. Итак, довязываю я последний ряд. И сейчас мы начнем обвязывать нашу корзинку, обвязывать последний ряд соединительными столбиками. Распространенная ошибка, что обвязку корзинки начинают вот с этого места, то есть не соединив ряд, начинают сразу же провязывать соединительные столбики вот таким образом. Почему ошибка? Потому что потом в конце, когда нам нужно будет заканчивать вязание и прятать ниточку, вот этот вот переход будет скрыть намного сложнее, чем если вы, так же как мы делали в предыдущих рядах, сделаете здесь такое же соединение. Делаем соединение, как обычно. Кстати, если у вас большое изделие и вам неудобно его протягивать через петлю, вы можете протянуть через петлю моток в обратном направлении, просто это делается, но получается то же самое. Затягиваем сперва одну нитку, которая у нас идет от мотка, и затем вторую. И вот мы сделали соединение. Вот такая вот у нас уже корзиночка получилась. В принципе, на этом можно остановиться, если кто-то не хочет делать обвязку. Но так как я обещала ее сделать и показать, как мы будем вязать ушки, то давайте это и сделаем. Теперь вот у нас выходит нитка, вот она. Вводим крючок сюда же, рядом с этой ниткой, вытягиваем ее. И у нас получается первая петелька. Дальше мы начинаем обвязывать корзинку соединительными столбиками. То есть мы захватываем нитку и тут же протягиваем ее через петлю на крючке. Старайтесь этот ряд не затягивать, но и слишком слабо тоже не вяжите, для того, чтобы у нас получилась красивая обвязка и корзинку, верх корзинки она не стянула. Так, провязали несколько петель, и сейчас будем вязать ушки. Ушки мы будем вязать
с помощью тунисского вязания, с помощью техники тунисского вязания. Как это делается? Нам нужно набрать на крючок несколько петель. Для этой корзинки, я думаю, можно набрать 5 петель. То есть вот мы остановились, наш соединительный столбик последний. Дальше мы уже ныряем в нашу галочку, вытягиваем петлю, еще раз вытягиваем, 4 и 5. Вот у нас получилось 5 петель. И теперь мы будем их провязывать. Провязываем, то есть накидываем на крючок нитку, провязываем сначала 2 петельки, вытягиваем, снова захватываем нитку, провязываем еще 2 петельки, вытягиваем, захватываем еще раз нитку и провязываем 3 петельки. Вот у нас получается такой уголок уже вот здесь образуется. Дальше снова мы набираем петли. Первые 2 пропускаем, заходим крючком в 3-ю петлю, вытаскиваем и здесь вот в эти обе петельки заходим и вытаскиваем нитку. Вот у нас получилось теперь 3 петли. Провязываем 2, провязываем 2. Вот у нас получилось такое ушко. Теперь, чтобы его закончить, это ушко, мы должны его обвязать также соединительными столбиками. Вот с этой стороны у нас, видите, косичка как бы продолжается. Мы ее сейчас сделаем и с другой стороны. Находим здесь вот у этих петель петельку, куда можно провязать, и вот таким вот образом провязываем соединительные столбики. Вот у нас получилось ушко. Дальше снова спускаемся на бортик нашей корзинки и провязываем соединительные столбики до следующего ушка. Ну, вот еще один я провяжу. Так. И можно делать еще одно ушко. Набираем снова 5 петель. 2 у нас набраны. 3, 4, 5. И провязываем 2, 2, 3. Провязали. Дальше снова набираем петельки, заходим в 3-ю, вытаскиваем и потом заходим в 2 оставшиеся, вытаскиваем. Получилось 3 петли, провязываем 2, провязываем 2. Вот еще одно ушко почти готово. И осталось его обвязать соединительными столбиками. 1, и вот там сзади есть петля, вот мы за нее цепляемся, провязываем еще один столбик. Дальше снова уходим на корзинку. Вот посмотрите, какие у нас получились интересные ушки. И подходим мы к концу.
вот у нас был ряд, наше соединение. Его сложно узнать, но можно. Если внимательно присмотреться, можно понять, где он у нас находится. Довязываем до этого ряда. Вытягиваем петлю и обрезаем нитку. Эту петельку вытягиваем на лицо. Да, вот я сама ошиблась, давно корзинки не вязала. Нужно провязать еще одну петельку. Так, давайте вот раз. Вот на этом мы с вами до этого остановились. И нужно провязать еще одну петлю. То есть, смотрите, здесь у нас начинается вот эта косичка. Отсюда мы начали вязать соединительные столбики. И последняя наша петелька, наш соединительный столбик, должен быть вот в эту петлю. Провязываем. Вот так у нас должно получиться. И теперь мы уже вытягиваем нитку. Извините за ошибку. Так, получается у нас вот такой вот вид должен получиться. Теперь эту косичку мы должны соединить. Я возьму крючок. Обещала вам показать, как это сделать с помощью крючка, поэтому буду делать им. Заводим крючок под обе косички первого соединительного столбика. Захватываем нитку и вытягиваем ее. Дальше наша нитка должна попасть вот сюда, вот в это отверстие. Теперь у нас крючок должен выйти вот здесь. Мы его заводим. Вот у нас идут, здесь есть 3 петельки. Вот они, раз, два, 3. Мы его заводим вот сюда, под 2 петли. То есть выходит он у нас в середине косички. Захватываем нитку и вытягиваем. Здесь мы косичку сформировали, продолжение косички. Теперь нам осталось закончить красиво вот в этом месте. Вот у нас, посмотрите, тоже идут как бы косички, такие галочки. Здесь у нас одна только сторона галочки. Нам нужно сделать, чтобы у нас была вторая сторона галочки. Вот как вот эти вот части. Поэтому мы крючком заходим вот под перемычку и верхнюю часть косички. Крючком сделать это очень сложно, но я попробую. Так, снова захватываем нашу ниточку и вытягиваем ее наизнанку. Поправляем все. Вот они галочки. И вот здесь мы тоже сделали такую же галочку. Подтянем немножко, вот видите, практически здесь переход не заметен. И нам осталось только спрятать кончик. Прятать я его буду уже с помощью иглы. На изнанке пропускаем нитку через разные петельки. Несколько раз туда-обратно в разных направлениях пропустите нитку и обрежьте ее. И смотрим, что у нас получилось. Вот такая вот замечательная корзинка, котенок. В черном цвете она будет похожа на Бэтмена, поэтому вы можете смело вязать такие корзинки для мальчиков. Мы с вами связали бесшовное дно, бесшовные стенки. И здесь также закончили вязание максимально незаметно, чтобы все было аккуратно. На этом мой видеоурок окончен. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!